Друзья, здравствуйте! Меня зовут Анна Васильева, и я рада приветствовать вас на своем YouTube-канале. Вы знаете, многие из нас, когда заходят в интернет и ищут там рецепты, по которым могут готовить, сталкиваются с такой проблемой, что эти рецепты не проверенные. Ингредиентов написано столько, сколько на самом деле быть не должно. А на моем YouTube-канале вы узнаете о всех секретах приготовления именно с проверенными рецептами. И рецепты будут пошагово описаны и очень подробно изложены. Поэтому вы сэкономите не только ингредиенты, продукты, потраченные на рецепты, также вы сэкономите свое время, и вы, ваши родные и близкие будут благодарны вам и довольны за то, что вы приготовили. На моем YouTube-канале вы найдете не только рецепты кондитерских изделий, также ПП-десертов, веганских десертов, но еще вы научитесь вместе со мной готовить вторые блюда и очень красиво и правильно их украшать, так как я профессиональный кондитер и буду вам рассказывать обо всем очень подробно. Я расскажу вам, как делать надо и как делать не надо, чтобы вы не допускали никаких ошибок и у вас получались классные проверенные блюда. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии и будем дружить с вами дальше. Также в описании под данным видео вы сможете найти подробный рецепт с рекомендациями от меня, как готовить. И после просмотра видео у вас не останется ни одного вопроса. Но если вдруг они останутся, я буду очень рада вашим вопросам, которые вы можете написать в комментариях и на которые я с радостью отвечу вам. И еще, почему я рекомендую вам подписаться на меня? Потому что в своих видеорецептах в описании вы найдете все ссылки на продукты, на ингредиенты, которые вам будут необходимы для того, чтобы приготовить данные блюда. И вам не нужно будет мониторить интернет, тратить на это свое время. Вы просто можете свободно пройти по ссылкам и заказать там. Итак, теперь, наконец-то, мы перейдем к приготовлению очень вкусного чизкейка с клубникой и корицей. Вместо клубники вы можете использовать любую другую ягоду, которая у вас есть, будь то вишня, смородина, облепиха. То, что у вас есть в холодильнике, пригодится вам для приготовления данного десерта. Еще я буду рассказывать вам интересные лайфхаки, как можно заменить тот инвентарь, которого у вас на данный момент нет, и, допустим, вы его даже не собираетесь покупать подручными средствами, которые у вас есть на кухне. Друзья, перед тем, как начать готовить, обязательно поставьте духовку разогреваться на 180 градусов. И это облегчит вам работу и сэкономит время. Наш чизкейк будет состоять из 3 слоев. Первый слой – это песочная основа. Мы сейчас с вами ее приготовим. Второй слой – это именно чизкейк, это сливочный крем-чиз, в который мы будем добавлять определенные ингредиенты для того, чтобы у нас получилась хорошая консистенция для чизкейка. Третий слой – это начинка. Для приготовления песочной основы нам понадобятся следующие ингредиенты. Это сливочное масло. Я беру сливочное масло 82,5% жирности. Также пшеничная мука. Обязательно ее нужно просеять. Сахарная пудра. Тоже нужно просеять ее обязательно. Кукурузный крахмал. И корица. Если вы не любите корицу, вы можете ее совсем не добавлять. Если же вы любите ее так же, как люблю ее я, вы можете добавить ее немного больше, чем написано в рецепте. Сливочное масло мы смешиваем с сахарной пудрой и кукурузным крахмалом. Туда же сразу добавляем корицу. Так, сливочное масло, сахарная пудра, кукурузный крахмал и корица.
Туда же добавляем на данный момент и пшеничную просеянную муку. И быстренько перемешиваем. Далее берем противень, кладем на него форму. У меня это простая обычная силиконовая форма. Складываем туда получившуюся массу. Это похоже на крошку на данный момент. В принципе, это должно быть крошкой. И выпекаем при 180 градусов около 10 минут. Итак, наша крошка 10 минут стояла в духовке на температуре 180 градусов. Смотрите ее цвет. Это золотисто-коричневый цвет должен у вас получиться. Мы вот при помощи силиконовой лопатки разминаем ее в крошку и даем остыть. То есть крошка у нас должна полностью остыть. Убираем с противня, и она у нас остывает. Для того, чтобы крошка быстрее остыла, нужно убрать ее с противня, переложить в обычную тарелку и можно даже поставить в холодильник. Это уменьшит время приготовления нашего чизкейка. Итак, для приготовления сливочного слоя нам необходимы следующие ингредиенты. Это творожный сыр сливочный. Я использую креметто. Вы можете использовать любой другой сыр. В описании вы найдете ссылочки, где его можно купить, и в каких магазинах он продается. Он вообще в общем доступе есть, по сути. Если вы хотите, допустим, сэкономить или приобрести его по меньшей стоимости, я скину ссылки на сайтах магазинах, в которых он есть, в которых он продается. Дальше нам нужен будет сахар-песок, кукурузный крахмал, 1 яйцо С1, один желток, и сливки 33% жирности. Для приготовления начинки нам необходимо будет также сахар, песок. Я взяла вишню, потому что очень люблю чизкейки с вишней и пироги с вишней. А вы можете взять любую ягоду, которая у вас есть. Итак, наша крошка уже остыла. Выкладываем ее в тарелку, в миску, в которой вам удобно будет мешать. Далее берем сливочное масло, 82,5% жирности. И тщательно перемешиваем с крошкой. Ух ты! Сливочное масло берите уже подтаявшее, мягкое, чтобы оно было мягкое, для того, чтобы вам удобнее было перемешивать. Если оно будет замороженное, вы этого сделать не сможете. Полученную массу мы утрамбовываем в силиконовую форму диаметром 18 см и убираем в морозилку на 30 минут. Следите за тем, чтобы слой был ровный, иначе чизкейк получится неровным. Это очень важно. Вот в таком виде мы сейчас убираем песочную основу в морозильную камеру на 30 минут. Друзья, повторю, что для приготовления вишневой начинки нам необходима вишня замороженная, кукурузный крахмал и сахар-песок. Мы ставим ковш на огонь на средней мощности, высыпаем вишню и ждем, пока она немного разморозится. Пока вишня размораживается, в принципе, можно и прибавить мощность, а потом
сделать ее средней, как только мы начнем добавлять крахмал, когда уже мы поймем, что наша вишня разморозилась. Итак, вишня разморозилась. Сейчас мы будем добавлять сюда крахмал и сахар. Обязательно снимайте крахмал со стеночек посуды, потому что потом могут попасться комочки. То есть мы перемешиваем все очень тщательно. Мы должны довести нашу массу вишневую до загустения, чтобы прослойка не вытекала. Крахмал необходим для того, чтобы как раз у нас начинка оставалась на месте, чтобы из нее не выделялся сок, но в то же время она была очень сочная и вкусная. Доводим до загустения. Сейчас наша масса начинает густеть, и как только она становится густой, мы снимаем с плиты вишневую начинку и даем ей остыть, перекладывая в другую тару. Вот, все, начинка готова. Итак, вишневая начинка готова, и мы приступаем сейчас к приготовлению сливочного слоя. Все ингредиенты у нас уже есть. Это сливочный сыр. Мы его смешиваем с сахаром и кукурузным крахмалом при помощи миксера. Аккуратненько собираем ложечкой по стеночкам нашу массу, чтобы тщательно, однородно все у нас перемешалось. И домешиваем. Далее добавляем желток, сливки и одно яйцо. И также перемешиваем миксером. Сливочный крем готов. Вишневая начинка у нас практически остыла. Ждем еще минут 5-10. И мы не забываем, что у нас песочное тесто, наша песочная основа стоит в морозильной камере и ждет своего часа. Еще 5-10 минут мы ее достанем, у нас остынет основательно уже окончательно вишневая начинка, и мы начнем собирать наш чизкейк. Песочный слой уже застыл, можно даже вот так вот по нему постучать, он не выпадает, ничего с ним, он не крошится, ничего с ним не происходит. И после этого мы ставим в духовку разогреваться на 130 градусов, и уже смело можно приступать к сборке нашего чизкейка. Для этого нам необходимо на песочный слой выложить вишневую начинку, но не задевая краев. То есть мы ее выкладываем по периметру, отступая 1–1,5 сантиметра. И далее, видите, мы отступили, у нас такие здесь края отступа, где-то 1,5 сантиметра. Мы выкладываем сливочный крем. Сначала мы должны заполнить края. Это обязательное условие для того, чтобы вишневая начинка не вытекла. И только после этого мы можем выкладывать крем на сердцевину чизкейка и закрывать вишневую прослойку. Вы можете также сделать выкладку крема не ложкой, как это сейчас делаю я, но при домашних условиях, в принципе, это самый удобный вариант,
а при помощи кондитерского мешка. Если у вас его нет в обиходе дома, вы можете взять обычный целлофановый мешок, заложить туда крем, отрезать маленький уголочек, и таким образом равномерно у вас получится выложить крем. Но в принципе это не так важно. Самое главное, после того, как мы его выложим, это разровнять крем, чтобы чизкейк был ровным. Разровнять крем можно очень легко и просто при помощи силиконовой лопатки, как это делаю сейчас я. Силиконовая лопатка продается в любых хозяйственных магазинах, которые есть в вашем городе, либо же вы можете ее заказать на том же самом Озоне, Wildberries и так далее. Итак, чизкейк практически готов. Осталось убрать его в духовку и дождаться, когда же мы его вытащим и сможем попробовать. Ага, все. Наш чизкейк с вишней и корицей готов. Вы знаете, мы его держали в морозильной камере всего лишь 1 час. И поэтому он получился не особо равномерный и стабильный. Но если у вас есть время, вы можете, допустим, подержать его в морозильной камере 3 часа, и он у вас выйдет идеальный. Я говорю вам, специально проговариваю про все ошибки, с которыми вы можете столкнуться и которые лучше не допускать на своем примере. Или же вы, если оставите его в холодильной камере на целую ночь, тогда будет результат идеальный тоже. А сейчас мы его украсим, и уже можно будет подавать к столу. Ну, смотрите, какая красота у нас получилась. Просто очень изысканный, очень нежный и воздушный чизкейк с вишней и корицей. Сейчас мы будем его пробовать. Невероятно вкусно. Приятного аппетита и до новых встреч!